целом, может быть, завтра и пробьюсь на машине. Сделали мне вот под генератор. Сейчас газончик заведу. Ну, если заведу. Всем салам, я кричу своим пацанам и девчонкам. Так, приехали в Оби. Вот. Купили фильтр, который я открутил на днях. Ну, когда ожидал апокалипсиса снежного. Купили зарядник для аккумулятора, чтобы решить проблему головной боли с машиной. Оби стал похож на какое-то дно. Ну, мало здесь чего интересного. Все какое-то однообразное, китайское и грустное. И площадь уменьшилась. А поеду я на дачу или нет, вопрос такой спорный. Потому что опять электричества нету. Включают на 10 минут, и потом отключают на час. В общем, сыкотно. Блин, до чего все дошло. Видели панели стеновые? Во. Идеально. Такой бы на даче стены такие сделать. Ну, это полукруглая попса, конечно. Но вот эти вот под дерево. Идеально получается во как. Вот так. А можно еще такие направляющие насверливать на стену и сверху на них сажать тоже из картона прессованного хрени. Если вы думаете, что реклама Оби, вы сильно ошибаетесь. Мне здесь в последнее время категорически не нравится. Реально остатки сладкие, то, что не допродали из всяких историй. И огромное количество китайской шляпы. Как вам, розочки? А? И сразу прям дачей запахло вот этим туалетом уличным. Даже не туалетом, душевой кабинкой на улице. Стеном, который на дровах. Да? Ох-ох-ох. Все, вырвались на дачу. Вырвались. Свет уже, наверное, неделю не, как это русское слово, не мандит. Ну, отключается, но ненадолго. Поэтому решили поехать. Сегодня на улице плюс 1,5 градуса, все течет. Съехали с трассы, дорогу почистили, но есть но. Сегодня звонил в Старицу, в управляющую компанию, назовем это так. Я не знаю, как правильно это называется, богадельня. Но дорогу чистят у нас исключительно до въезда в поселок, ну, в деревню. А дальше 400 метров целины. То есть, если в прошлом году чистили до соседней деревни, которая выше по течению, то в этом году они просто разворачиваются и уезжают. Я спросил, а почему так? А они ответили, а у них такой договор, в деревнях не чистят. И начали мне рассказывать, что в деревнях должен быть сопровождающий, а вдруг мы что-то снесем, там колодец. Колодец они боятся снести грейдером на дороге. Колодец на дороге. Супер, да? Ну, тут гололед, конечно, песенный. Просто песенный. И вот эти вот 400 метров, ну, там где-то примерно 400, может, конечно, я и фантазирую, может, и не 400, может быть, и 500, а может быть, и 200, но все равно придется с сумками, с собаками тащиться по целине. Завтра будем разбираться, там сосед приедет, вот, может быть, трактор закажем. И я поймал себя на мысли, что если каких-то там, когда мне было там условно 30 лет, когда я был супер-пупер такой весь молодой, мне бы это приключение понравилось. Это ж приехать в какую-то перть, взять вещи, тащить их, это ж приключение. А сейчас я думаю, вашу мать, приехать в какую-то перть и тащить вещи. То есть приключение для меня уже немножко другое. Я уже думаю, так, дочь промочит ноги, собаки устанут, я замумукаюсь. Ну, как бы, я не против приключений, но это уже такое, как бы это сказать, процесс выживания, а не развлечения. Ну вот, пешочком и иду
дочь снимает, чтобы всю трагичность картины вам показать. 2 сумки Икеи на плечах. Причем в одной из них еда, а второй аккумулятор, зарядное устройство. Ну, не так страшен черт, как его малюют, но ехать не рискнули, потому что снег протаял и проваливается под ногами, и не видно ничего. В целом, может быть, завтра и пробьюсь на машине. И хочу сказать большое спасибо Икее за эти потрясающие сумки. На этих сумках, мне кажется, вся Русь-матушка держится. Это и вещи носить, и в магазины ходить. И вообще это просто красиво. Вот. Не зря приходила Икея на Русь. Сумки после себя оставила. Доброго здоровичка вам. Утро сегодня чудесное и прекрасное. Солнце. На улице плюсовая температура, где-то +1. Вчера дороги текли, кисли. Сегодня немножко подмерзло, электрик приехал. Будет ставить выход на улицу под генератор. В очередной раз спасибо Игорю, электрику из Старицы. Всегда меня выручает. Вот прям. У меня же, как всегда, ну, наверное, не только у меня, а у всех людей, что если что-то надо, то, естественно, вчера. Ну вот, что печку я в прошлом году ставил. 26 числа ее поставили, опять же, парням из Белоруссии. Респект. Ну, у них есть контора в Москве, если что. Но неважно, все равно поставили. Вот Игорь прислал своего помощника, который мне сейчас ставит. А у меня задача завести. Кстати, он проехал, потому что ночью подморозило. И он заехал прямо на участок. Солнце прям. Жалко, я так не могу улыбаться. Нет у меня таких зубов за 2 миллиона. Ну, красавчик, согласитесь, да? Вот, что еще? Значит, сейчас газончик заведу. Ну, если заведу. У нас у стариков свой взгляд на жизнь. Мы же заводимся не тогда, когда надо, а тогда, когда хочется. А хочется нам не так часто. Вот. И продавлю дорогу хотя бы, пробью. Потому что пока трактора нет. Ну что ж, распаковка 69-го. Бесконечная работа, как всегда. В общем, распаковка 69-й. Аккумулятор заряжал дома. Зарядное устройство, ну, увидели, да, которое я купил. Не знаю, хорошее оно или плохое, но всегда меня, знаете, что... Не, может быть, я, конечно, и не прав. Все эти зарядные устройства, все эти пускозарядные устройства, это больше напоминает танцы ленивых. То есть вместо того, чтобы купить хороший аккумулятор, хотя, может быть, я здесь сильно не прав, но все равно. Можно купить хороший аккумулятор и не париться. А с другой стороны, покупая всякие пускозарядные, зарядные устройства, ты все равно потом покупаешь хороший аккумулятор, понимаешь, что старое говно оживлять бессмысленно, и у тебя получается полный набор джентльмена. И не так обидно. Не так обидно что? Не так обидно, что у тебя машина не завелась. Ну, то есть можно играться дольше. Я хотел сказать, что это ленивый покупает обходные пути, а потом возвращается к хорошему. Ну, наверное, не прав я. Так, ладно, ставим аккумулятор и пытаемся завести. Так, плюс-минус. Раз. 2. Плюс-минус. Все, совпал, пазл сложился. Ну что, запустил. Запустил. Конечно же, не без эфира. Но с другой стороны, запустил приятно. Так, пока греется, поставлю второй аккумулятор на зарядку. Ну я зря, что ли, купил зарядное устройство.
Ну, потом буду качать колесо и выкатываться на дорогу. Ну, я рад. Колесик подкачал. Не знаю, насколько его хватит, он что-то быстро сдувается. Спускает. Теперь будем выбираться. Выбираться. Надо еще ворот откопать. И прокатиться, посмотреть. Кстати, шапочку видели? Бак-цемпер. В прошлом году музей праворуких автомобилей сделал мне новогодний подарок в виде всяких шмурдюков приятных. Дарите подарки, это приятно. Не только вам, но еще кому-то. Ну, если вы кому-то дарите. Ладно, продолжаем. Танец бубном. Перегнал, пока поставил. Поедем скоро. Надо камеру подзарядить. Пока она не села, пойду зимнюю красоту покажу. Нету тут Рекса. Ну, такой как бы друг, но враг. Здорово, овчарка Серегин. Они еще с Чезарсом не встречались. Иногда мне сыкотно, что они когда-нибудь встретятся. Что тот здоровый кобелин, а что этот малолетний придурок, который пытается показать, что он кобель. Ах, Волга-матушка. Тут должна тоже играть красивая песня какая-нибудь. Идеально. Просто композиция. Специально не захочешь. И сразу стало веселее. Да? И сегодня опять же солнце. Погода шепчет. За все переживания награда. И погода, и электричество. И он зеленый. Все, покатались, дорогу почистили, день сегодня получается, что очень даже ничего. Такси спасения перезимует в этом углу, а не за сараем. Ну, если что, по крайней мере, отсюда легче выехать, потому что там поле засыпает насмерть, а здесь можно расчистить чуть-чуть и выкатиться, если все-таки с грейдером не разберемся. Но опять же, вот есть трактор, который может приехать почистить за деньги, конечно. Вот, сделали мне вот под генератор. Я за малым. Теперь генератор. Сплошные расточительства. Ну, зато буду спокоен. Ну что, дорогие мои, в этот солнечный день, самый короткий день в году, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Вот у меня Санта-Клаус, он бегает. Маленький красный Санта-Клаус, что-то жрет. Ты что жрешь? Шишечка. Хорошо. Итак, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, удачи. Что еще можно пожелать? Денег. Ну, пока есть здоровье, деньги как-нибудь заработаем, надеюсь. Очень на это надеюсь. Я не хромаю вроде, да? Иду. Близким счастье. Детям здоровье. Дому, как это сказать, полной чаши. Ну и надеюсь, Новый год принесет нам новые достижения, новые радости, новые возможности. Я очень на это надеюсь. А если жить без надежды, то это, во-первых, как бы уныние — это грех. И если ты живешь без надежды, ты не живешь. С Новым годом, дорогие мои. Люблю вас.